Здравствуйте и добро пожаловать на наш канал. Лео Путц – художник, который умел писать солнечный свет так, будто он живой. Его полотна с купальщицами, танцующими девушками и неспешными летними сценами до сих пор завораживают зрителей. Но жизнь мастера была не только яркой, но и драматичной. От признания в Мюнхене и работы в Бразилии до гонений в нацистской Германии. Сегодня имя Лео Путца, годы жизни 1869-1940, ассоциируется с немецким импрессионизмом и ранним экспрессионизмом. Художник оставил более 2700 картин, в которых всегда чувствуется его особая любовь к свету и жизни. Чаще всего на его полотнах появляются образы молодых женщин, купающихся, пьющих чай, отдыхающих или танцующих. Простые сюжеты, но рассматривать их можно бесконечно. Путц родился в южно-тирольском городке Мерано, Италия. Его отец, Карл Путц, был мэром города. Он вовремя заметил врожденный талант у своего сына. В 16 лет Лео отправился в Мюнхен, где начал учиться живописи у профессора Роберта Поэтцельбергера, а затем продолжил образование в Мюнхенской академии и в Парижской академии имени Джулиана. Среди его наставников были знаменитые Адольф Бугро и Бенджамин Констант. Учеба в Мюнхене совпала с основанием Мюнхенского сецессиона – объединение прогрессивных художников, стремившихся к новым формам и отказу от академической строгости. Путц стал одним из участников такого движения и регулярно выставлялся. Позже он присоединился к студии Пауля Хеккера, где познакомился с пленэрной живописью и современными европейскими художественными течениями. В 1899 году вместе с другими учениками он основал творческое объединение «Земля», близкое по духу к модерну и югенстилю. В 1901 году начался его путь как импрессиониста, а уже в 1909 году Путц получил звание профессора академии, стал почетным гражданином Баварии и наставником молодых художников Ганса Ротта и Эдварда Кукуэля. В период с 1909 по 1914 год, работая с учениками в замке Хартмансберг, он создал одни из своих лучших полотен «На лодке» и «Купальщицы». Его техника отличалась свободными мазками в пейзаже и детальной проработкой фигур, словно написанных светом. В 1913 году Лео женился на своей ученице, пейзажистке Фриде Блеу. А в 1915 году у них родился сын Гельмут. Жена была моделью Путца в течение многих лет. При этом сама она продолжала много писать, хотя и оставалась в его тени. В 1929 году Путц с семьей отправился в Бразилию. Там он преподавал, в том числе будущему знаменитому ландшафтному архитектору Роберто Бурле Марксу. Тропические пейзажи, карнавал, танцы вдохновляли мастера на более яркую, насыщенную палитру. В Бразилии Лео изменил свою живописную манеру. Ее иногда называют экзотическим экспрессионизмом. Вернувшись в Германию, он представил бразильскую серию, вызвавшую интерес публики и критиков. Но политическая обстановка в стране все изменила. С 1936 года художника начали вызывать на допросы в гестапо, а его картины внесли в список дегенеративного искусства. В 1937 году ему запретили работать в Германии. Полотна Путца из государственных музеев были конфискованы и уничтожены. Художник уехал в Южный Тироль. Там он писал сельские пейзажи и тихие деревенские виды. В
В 1940 году он скончался после операции в родном Мерано. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк, комментарий – отличная поддержка каналу и автору.